Здравствуйте, канал Masters of Body снова с вами. И сегодняшний выпуск будет посвящен упражнениям, которые, на наш взгляд, очень полезны для женского здоровья, особенно для женской фигуры и осанки, и зачастую очень часто игнорируются и пренебрегаются в тренировочном процессе женщин и девчонок. Существует несколько очень важных упражнений для женщин, и не только, которые являются основополагающими для здоровья, но которые большинство по разным причинам игнорирует. Как правило, это связано с укоренившимися стереотипами про испорченную неженственную фигуру или с незнанием и пренебрежением важности этих упражнений. И сегодняшний выпуск мы посвятим именно таким упражнениям. Несмотря на то, что эти упражнения будут различны и направлены на разные группы мышц и с разной целью, все равно каждую тренировку мы начинаем с разминки. Кардио, потом суставную. И после того, как мы разогреваем плечевой пояс, локти, кисти, поясницу, сегодняшний наш выпуск мы начнем с первого упражнения, и это будет жим лежа. Итак, жим гантелей лежа. Если тренирующийся с тренером на начальном этапе хоть как-то практикуют отжимания или жим с гантелей, то девчонки и женщины, добившись определенных результатов, зачастую задвигают эти упражнения, а зря. Одни уверены, раз грудь это жировая ткань, то и качать ее не обязательно и бесполезно. Другие все внимание посвящают ягодичным. Это все чревато негативными последствиями для женской фигуры. В первую очередь, прокачанные грудные мышцы – это ваша осанка. Да, не только спина, а именно грудные. Тренируя спину, такими упражнениями, как тяги, наклоны, нагружая плечи, при этом игнорируя антагонисты, вы получите сутулость, посаженные вперед плечи, диспропорцию соотношения плеч и грудь и, возможно, боли в грудном отделе позвоночника. Мы же рекомендуем во избежание таких проблем жим с гантелями лежа. Большая амплитуда, больше, чем со штангой. Хорошее раскрытие грудной клетки, вот как Настя показывает. Возможность глубоко дышать. Если есть тренер или ассистент, или просто достаточно опыта, то можно и жим гантелей поменять на жим штанги. Конечно же, штангу берем адекватного веса. Обратите внимание на раскрытие. То есть не просто прокачка грудных мышц, а в нижней точке мы хорошо раскрываем грудную клетку и жмем. Плечи раскрылись, пожали. Это очень важно для осанки. Создавая плато из мышц в грудном отделе, это позволит вам держать ровно плечи, раскрытые, развернутые, и даст пользу для вашей фигуры. У тех, кто выполняет систематически такие упражнения, уже через 2-3 месяца наблюдается улучшение осанки. Вам может помогать тренер, ассистент или просто товарищ, или у кого опыта побольше, можно выполнять это упражнение со специальной скамьи. Второе упражнение, конечно же, приседание. Тут такая же история, как и с жимами. Поначалу многие, естественно, по совету тренеров, по совету дежурных инструкторов начинают приседать. Но потом, с помощью укоренившегося стереотипа о перекачанных ногах, это упражнение многие также задвигают. И начинают делать, как правило, выпады, все их интерпретации, и практически полностью игнорируют приседы. Чем это чревато? Во-первых, огромный плюс в приседании – это его энергозатратность. Выполнив 1-2 подхода в начале тренировки, вы полностью активизируете вашу нейромышечную связь, вы полностью разогреваете тело. Благодаря приседаниям сжигается максимальное количество калорий. А что касаемо квадрицепсов, поверьте, перекачать их очень-очень нелегко. И даже те ребята, девчонки, которые хотят накачать себе мощные квадрицепсы, достигают этого результата с большим трудом и через большой срок тренировок. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши выпады были безопасными, в начале тренировки сделайте 1-2 подхода приседаний. Полностью разогрейте коленный сустав, тазобедренный сустав, и уже потом переходите к выпадам, ко всем их разновидностям. Это даст вам залог, как я уже сказал, безопасных выпадов и также красивых ягодиц. Второй момент необходимости приседаний. Очень часто многие тренера в погоне за результатом и пожеланиями своих клиентов вообще не учат девчонок приседать и сразу начинают давать им выпады. Вы можете наблюдать, как девочка идет по залу с гантелями, ее шатает из стороны в сторону, тем самым она подвергает свои коленные суставы, связочки ненужному риску. Поэтому, когда вы
дойдете в приседаниях до определенного веса, для обычной среднестатистической девушки это 15, 20, а то и 25 килограмм. Соответственно, вы сможете и большим весом рабочим выполнять выпады. Отсюда будет более эффективный результат для ягодичных. С помощью уже более продвинутых весов на выпадах у вас будет красивее бедро. И, естественно, ягодичная мышца также будет развита лучше. Плюс, опять же, работа чуть с большим весом, как в базовых приседаниях, так и в выпадах, обеспечит вам максимальное сжигание калорий. Поэтому это упражнение у нас сегодня на втором месте. Не игнорируем, делаем. Третье упражнение в нашем сегодняшнем антирейтинге нелюбимых упражнений для женщин – это выполнение скручивания на скамье, то есть пресс с отягощениями. Мало кто любит делать это упражнение с весом. Большинство делают на ковриках, на мячиках, но почему важно именно выполнять это упражнение с отягощением? Для тех, у кого кубики пресса не очень большие по генетике, и все-таки человек, девушка, неважно, парням это тоже относится, хочет их построить, нужно задать гипертрофию мышечным тканям. Чтобы это сделать, надо, как и на любую другую мышцу, воздействовать с весом. Поэтому мы берем вес для того, чтобы, скажем так, дать задел для мышц брюшного пресса. Сейчас Настя попробует это сделать. Она никогда не делала, у нее мало опыта. И вы увидите, что это непросто. Поехали. Чтобы сделать правильно и не допускать ошибок, надо сгруппироваться хорошо. Теперь раскатываемся вниз. На вдохе растягиваем живот и скручиваемся. Голову в нижней точке не откидываем. Смотрим постоянно на свой живот. Растянули, задали амплитуду и сократили. Опять. Дали амплитуду и сократили. Если вы не привыкли, конечно же, делать, но вы все-таки хотите последовать нашим советам, начните пока без веса, но держите руки за головой, представьте, что у вас там есть все-таки точка опоры, и также продолжаем работать. Вдох и выдох. Еще одна ошибка, которую многие делают, путают растяжение и расслабление. В нижней точке мы живот растягиваем, мы ни в коем случае не расслабляем его. Используем реактивную силу и возвращаем на место. Благодаря такому упражнению, именно работа с отягощениями, обеспечит вам зарождение контура мышц брюшного пресса, прямых мышц сгибателей живота. Поэтому берем блинчик и делаем. Еще один момент очень важный. Когда у вас, девчонок, женщин, будет хорошо развит брюшной пресс, в дальнейшем вам это пригодится при рождении ребенка. То есть те девушки, которые имели пресс до рождения, имеют гораздо больше шансов восстановить свой животик после родов. Это будет делать гораздо быстрее. Если до рода у вас пресса не было, то вернуть живот после родовой период в былое состояние многим крайне сложно, а некоторым даже невозможно. Есть такое мнение, что мышцы пресса мешают при беременности, особенно очень сильные, перекачанные. Это все неправда. На самом деле любая мышца, ее гораздо тяжелее привести в тонус, нежели потом из тонуса выйти. Беременность протекает в течение 9 месяцев. Естественно, первый триместр вы прекращаете качать мышцы брюшного пресса, поэтому через 2-3 недели эти мышцы уже будут достаточно эластичные, что никак не может помешать. Но, как я уже сказал, в процессе восстановления вам понадобится вот этот накачанный пресс, который вы привыкли работать, и в процессе восстановления после родовой период также. Поэтому выполняем упражнение номер 3. Четвертым пунктом в нашем сегодняшнем выпуске идет шея. Да-да, вы не ослышались, именно шея. Ранее всегда думали, что это удел пацанов, так сказать, борцов и прочих силовиков, которым нужна крепкая, мощная шея. Но в последнее время в наших залах, и мои подопечные, и у Андрея, и у Димы в залах, и мы им даем эти упражнения для шеи. И для чего это нужно? Во-первых, в вашем организме не должно быть слабых звеньев. При нормальном систематическом силовом тренинге шея может спазмировать при выполнении тех же становых, при выполнении тех же приседаний. Поэтому мы прокачиваем шею. Сейчас Настя покажет эти нехитрые упражнения. Женщинам мы веса брать не рекомендуем, хотя если кто-то хочет, может. Первое движение самое простое, подъем головы лежа. Раз, два, 3-4. Амплитуду выбираем такую, чтобы не испытывать никаких болевых ощущений в шейных позвонках. Можно сильно назад голову не откидывать, если у вас будет дискомфорт. И полностью подбородочек поджимаем грудной клетки. Движение максимально природное, в принципе. То есть ничего нового ваш организм или стрессового не получит. Поэтому мышцы шеи будут работать в привычной для себя амплитуде. Проработав первое положение, переходим ко второму, обратному.
ложимся на живот, держимся за скамью, потому что голова может закружиться, чтобы не упасть. И делаем обратное движение. Голова вниз, голова вверх. По поводу амплитуды в этом положении. Точно так же не даем излишнюю компрессию на шейные позвонки. Растяжка допустима. Хорошая и глубокое дыхание. Выполняем в каждом положении от 8 до 15 повторений. В принципе, 15 выполняется нормально. Все, меняем следующее положение. Встали, сели на скамью. Голова не кружится, все нормально. И теперь выполняем боковые наклоны шеи. Аккуратно. В этом положении максимальная осторожность. Оно не совсем природное, поэтому мы его делаем уже третьим и четвертым. Правый, левый бок. Также оттянули голову. Ухо стремится к плечу. Также выполнили. Сели, посидели, поменяли положение и в другую сторону. Обратите внимание, все эти движения, они элементарны и простые. Все, что вы делаете в жизни. Повороты головы, наклоны головы. Поэтому это нормально. И для девчонок тоже. Выполнили левым боком. Также 8-15 повторений. И последнее упражнение — это повороты головы. Подключаем те мышцы, ложись на спину, которые отвечают за поворот головы. Ноги на полу. Голову по горизонтали, подними выше. Вот, держим. И подбородок заводим в крайнюю точку левую, в крайнюю правую. Можно без остановочек. Раз, два, три, четыре. Все, присаживаемся. Чем важно еще это упражнение? С косметической точки зрения вы, наливая шейные мышцы кровью, замедляете процесс старения кожи. Многие девчонки знают, сколько стоят косметические процедуры. Обкалывают шею какими-то специальными препаратами. Я не знаю, как они называются, но вы наверняка в курсе. Так вот, если вы будете хотя бы раз в неделю делать такую зарядку, ваша шея будет всегда лебединая, подтянутая, очень красивая. Как я уже сказал, момент здоровья раз, эстетический момент два. Поэтому грудные мышцы создают вам зону декольте красивую, плюс шея. Это все, как мы уже сказали, для женской фигуры very good. Следующее упражнение — пуловер. Казалось бы, что тут нового, и многие его делают. Но сегодня мы его рассмотрим не с точки зрения прокачки широчайших или грудных, об этом мы говорили в одном из наших прошлых выпусков, а сегодня мы рассмотрим его ценность именно для осанки. Почему мы это упражнение своим подопечным даем в конце тренировки? Допустим, потренировали спину, спина зажата, мышцы спины зажаты, позвоночник получил определенную компрессию или даже грудные мышцы, смотря как у вас построен тренировочный процесс. И очень многим девушкам вот именно в конце тренировки это упражнение приятно заходит для спины. Потянуться, растянуться и хорошенечко продышаться. Поэтому именно мы рекомендуем использовать это упражнение для осанки. В конце тренировки, как я уже сказал, для своего рода стретчинга. Сейчас Настенька вам покажет, как это мы делаем. В исходном положении, как мы и говорили ранее, то есть по нашему совету, мы прижимаем поясницу хорошо к скамье. Поэтому ноги ставим на край скамейки. Теперь выполняем глубокий вдох. И именно в нижнем положении мы не выламываем сустав, а максимально растягиваем грудную клетку. Потянулись и привели в исходное положение. Настя выполняет это упражнение с блином, так как его удобнее всего держать. Можно взять гантель, тут уже, как говорится, на ваше усмотрение. Тянемся и теперь прижимаем поясницу к скамье. На вдохе чувствуем растяжение позвоночника, межреберных мышц, широчайших. И на выдохе прижимаем поясницу и пытаемся даже сократить мышцы пресса. Настя, как ощущения? Отлично. Отлично. И это сегодня мы не выполняем полноценный тренировочный процесс. Мы просто вам показываем. А как я уже сказал, если вы хорошенечко прокачали спину, вы почувствуете, именно получите удовольствие, своего рода кайф в конце именно от такой растяжки. И для осанки очень полезно, будете стройная и красивая. Достаточно. Немножко теперь по поводу пуловера поговорим о противоречивых мнениях по поводу техники исполнения. Существует вот такая, как сейчас Настя вам покажет, поперек скамьи техника. И вот сейчас мы сравним, в чем разница, почему именно мы советуем лежать максимально удобно. Во-первых, с весом даже занять исходное положение уже многим неудобно. Во-вторых, начинаем делать.
Обратите внимание на амплитуду. То есть у Насти еще растяжка более-менее хорошая, она действительно глубоко опускает. Но как показывает наш опыт и наблюдение в зале, далеко не каждый человек может так глубоко опустить руки. В итоге начинаются у нас сгибаться локти, подключаются трицепсы, все что угодно. Теперь основное напряжение именно в такой технике человек, тренирующийся, испытывает в ногах. Потом у него подключается именно грудной отдел спины, потому что вся нагрузка идет на ноги и на спину. И о растяжении позвоночника уже речь практически не идет. То есть мы думаем, как удержаться, как лежать, как не упасть. И это не совсем удобно, поэтому, а зачем нам такая техника, если она не доставляет вам удовольствия? Достаточно. Ну что, вот разницу почувствовала? У меня вообще шея очень тяжело держать. Вот, именно. То есть обычному спортсмену, девчонке, то есть непрофессионалу в такой технике будет крайне тяжело и дискомфортно. Да, у него есть свои плюсы. Именно этого упражнения в такой технике, они, конечно же, есть. Но, как мы уже говорили, мы сейчас говорим о женской фигуре, о женской осанке, и поэтому та техника, которую мы показали, она более приемлема, и, опять же, по опросу наших пользователей, наших слушателей, она многим заходит гораздо приятнее. Сейчас для сравнения покажем вам ту же технику, как в начале, только с ногами на полу. Настя, показываем. Также ложимся на спину, ноги ставим на пол. И пытаемся также выполнить. Еще пару раз. И еще парочку. Ну, достаточно. Встаем. А теперь скажи, да, забегая наперед, скажу, что Настя тренируется в этом клубе, но она не является нашей клиенткой. Скажи, вот как разница, когда мы ноги ставили на скамью и как сейчас, по ощущениям? Что ты сейчас больше чувствовала? Во-первых, не такое растяжение во втором упражнении. В последней? Да, не так растягивается живот, пресс. И не так поясница прилегает к лавочке. То есть спине комфортнее все-таки с прижатой поясницей? Да. Вот, о чем мы вам и говорим. То есть это положение, это не просто так мы придумали с ногами, которые стоят на скамье. Оно полностью нами взято из нашей практики, из нашего 20-летнего опыта. А так как мы всегда боремся за кайф, в первую очередь надо получать удовольствие от процесса, вот мы и вывели такую технику, которую девчонкам нравится, результат есть. И вам рекомендуем. И последнее упражнение, последние мышцы в нашем сегодняшнем топе – это икроножные мышцы. Конечно же, многие их качают, некоторые не качают, все зависит также от генетики. Но почему мы обращаем именно внимание на эти упражнения? Мы на них смотрим с точки зрения развития голеностопа. Очень часто девчонки травмируют, подворачивают ноги, так как у вас присутствует в гардеробе такой атрибут, как каблуки, и зачастую нога подворачивается и получаем растяжение, микронадрывы, а то и просто серьезные надрывы связок. Поэтому рекомендуем выполнять это упражнение. Сейчас нам Настя покажет. Его можно делать в самых различных вариациях. Желательно небольшой наклончик даем и даем максимальную амплитуду. Сейчас Настя стоит, как говорится, в классической стойке, как ей максимально удобно. Вот. В этом положении у нас активно работает голеностоп. Вот он растягивается, сухожилие и суставчик. Возможно, вы накачаете икры, возможно, вы их не накачаете. Это уже зависит от ваших тренировочных общих целей. Но периодически давать такую проработку для этого сустава очень важно. Во-первых, выполняя те же выпады, особенно выпады с перемещениями, также иногда спортсмена шатает, и вам нужно иметь крепкую стопу. Второй момент. Значит, если мы будем расставлять пяточки наружу, еще шире, вот, мы как раз будем давать такое противодействие, что ли, вот этому подвороту стопы с каблука или вообще где-то в жизни, потому что стопа у нас обычно подворачивается наружу, и вот мы пытаемся приучить голеностоп работать именно в этой неблагоприятной амплитуде. Пытаемся предотвратить порыв связки. То есть да, подвернуть ногу может каждый, но если у человека голеностоп хоть немного тренирован, в лучшем или в худшем случае будет растяжение. Если же он совсем не тренирован, можем получить разрыв. Разрыв или даже перелом. Как показывает практика, девчонки, которые выполняют упражнения для икроножных мышц, меньше страдают такими травмами.
И для разнообразия можно наоборот пятки свести, носочки развести. То есть воздействуем как можно больше, по-разному на этот сустав. Чем больше вариативности, тем лучше, чем меньше риска травм. Поэтому мышца, как я уже сказал, возможно, не для всех она нужна, не всем важная, но как минимум зарядку, как минимум собственным весом. Можно выполнять, кому легко, поочередно, каждой ногой. Настюш, покажи. Правильно. То есть добавляем собственного веса. Опять же, одна нога у нас идет в опоре. То есть больше стабилизаторов, больше степеней свободы. Еще больше обезопасите свои ножки от ненужных травм. Как в тренировочном процессе, так и в быту. Потом вторую ногу. Количество повторений индивидуально. Стремимся от 15 и выше. А дальше смотрим на форму своей икроножной мышцы. Куда давать акценты, как часто ее прорабатывать, брать ли дополнительное отягощение или выполнять собственным весом. Ну что, друзья, мы уверены, что наши нехитрые советы помогут вам избежать ненужных травм, помогут нашим дорогим женщинам и девушкам еще лучше сделать свою фигуру, а главное вашу осанку и улучшить женское здоровье. Вот, с нами была сегодня Настя. Она испытывала все наши примочки на себе. Возможно, ей это тоже будет полезно. Спасибо за знания. Да. Благодарим клуб Orange. Вот. Всем хорошего настроения и здоровья. До новых встреч.